Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Сижу Вяжу. Меня зовут Яна. Сегодня я подготовила один очень простой фоновый узор. Это действительно лицевая гладь, но вяжется он просто с одним очень маленьким нюансом. Зато преображается великолепно. Итак, я покажу вам, как он вяжется поворотными рядами, в круговую, а также дам маячок, чтобы вы могли ориентироваться и не запутаться во время работы. Итак, для того, чтобы связать такой узор, нам необходимо набрать на спицы количество петель кратное 2, одну петлю для симметрии и 2 кромочные петли. Высотой этот узор состоит из 2 рядов, но мы будем его вязать в шахматном порядке, поэтому мы провяжем 4. Итак, я набрала 5 раппортов, одну петлю для симметрии и 2 кромочные петли. Первый ряд. Первый ряд, все петли лицевые. Кромочную я провяжу изнаночной. Приступаем ко второму ряду. Весь секрет кроется в изнаночном ряду всего лишь в одной петле. Итак, мы точно так же провязываем, как и лицевую гладь, изнаночными петлями, но через одну. Одну петлю мы провязываем обычной изнаночной, а вторую петлю мы провязываем на ряд ниже, но входим спицей мы сзади. Вот таким образом. Это раппорт второго ряда. Повторяем. Одна обычная изнаночная, вторая изнаночная на ряд ниже. Вот сюда, под петлю. Повторяем. Одна изнаночная, вторая изнаночная на ряд ниже. Изнаночная обычная, изнаночная на ряд ниже, под петлю. Но входим, еще раз говорю, сзади. Одна изнаночная, вторая под петлю на ряд ниже. Вот так. Заканчиваем одной обычной изнаночной и кромочной. Третий ряд. Снова у нас все петли лицевые. В конце кромочная. Четвертый ряд. Кромочную переснимаем. Если во втором ряду мы первую петлю провязывали обычную изнаночную, то в четвертом ряду мы будем ее провязывать на ряд ниже. Вот так. Следующая обычная изнаночная. Так повторяем до конца ряда. Одна петля на ряд ниже изнаночная, вторая обычная. Одна петля на ряд ниже, вторая обычная. Так вяжем до конца ряда. Ну вот мы провязали с вами один раппорт в высоту. Это 4 ряда в шахматном порядке поворотными рядами. Сейчас я хочу вам показать, как его провязать в круговую. Для того, чтобы связать этот узор по кругу, наберите любое четное количество петель плюс одну петлю для замыкания в круг. Итак, первый ряд. Первый ряд у нас остается без изменений. Это вы не считайте петлю. И провязываем все петли лицевыми. Я вернулась в начало вязания, и мы приступаем ко второму изнаночному ряду. Эту петлю не учитывайте. Я к ней присоединила рабочую нить. Первая петля обычная лицевая. Вторая петля тоже лицевая, но под петлю. Вот так. Это раппорт второго ряда. Повторяем. Одна петля лицевая, обычная, вторая лицевая под петлю, то есть на ряд ниже. Так вяжем до конца ряда. Лицевая обычная, лицевая под петлю. Третий лицевой ряд. Эту петлю мы не считаем. Все петли лицевые. И четвертый заключительный ряд. Эту петлю мы не считаем. Первую петлю мы провязываем лицевой под петлю на ряд ниже. Следующая обычная лицевая. Повторяем. Под петлю это вот отверстие маленькое. Одна лицевая под петлю, одна обычная лицевая. Повторяем. Лицевая под петлю на ряд ниже, обычная лицевая. И еще раз.
лицевая на ряд ниже и либо под петлю, одна обычная лицевая. Так вяжем до конца ряда. Ну вот, наш образец связан двумя способами. Выглядит он, конечно, немножечко невзрачно из-за ниточек и всего остального, поэтому давайте я вам покажу образец побольше и дам вам маячок, как ориентироваться в этом узоре. Вот такой узор у нас получится в итоге, если провязать несколько раппортов в высоту. Изнанка. Итак, маячок. У нас два вида петель на лицевой стороне. Одни более выпуклые, а другие более плоские. Они как бы находятся по уровню ниже. Так вот, при поворотном вязании мы смотрим на лицевую сторону узора, и если мы видим выпуклую петлю, это будет означать, что в изнаночном ряду над ней мы будем вязать изнаночную петлю на ряд ниже. Там, где петля у нас плоская, над ней мы всегда будем вязать изнаночную обычную. И вот так вот мы и смотрим. Значит, здесь у нас будет изнаночная под петлю, здесь у нас будет обычная изнаночная, изнаночная под петлю, обычная изнаночная. Получается, что перевернув на изнаночную сторону работу, первую кромочную мы просто переснимаем и начинаем вязать с обычной изнаночной. Следующая у нас будет изнаночная под петлю и так далее. Когда вы будете вязать уже третий ряд, петли поменяются местами. Тут уже будет выпуклая, а здесь будет плоская. И вы будете знать уже, что и как вязать. Точно так же этот прием, этот маячок работает и при круговом вязании. Единственное, что там мы вместо изнаночных будем вязать лицевые петли. Но то же самое, имейте в виду, что там, где у нас в изнаночном ряду будет пышная петля, мы провязываем над ней лицевую на ряд ниже. Там, где плоская петля, мы над ней провязываем обычную лицевую. Это только в изнаночных рядах. Я очень надеюсь, что я объяснила правильно и понятно, и это облегчит вам заметно работу. Еще раз отмечу, что узор это фоновый, вязать им можно все что угодно, так как фактически это является лицевой гладью. Ну а на этом мастер-класс я завершаю. Если вам понравился узор, не забудьте отметить это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал те, кто не подписался, а также нажмите на колокольчик, чтобы он оповестил вас о выходе нового видео на канале. А я вам желаю успехов, я благодарю вас за внимание, всех вам благ и всего самого доброго. Всем пока!